Всем привет! Я продолжаю делиться с вами новогодними идеями, и сегодня у меня еще одно полноценное меню как минимум на 6. Список всех продуктов и примерная стоимость будет в описании. А еще в сегодняшнем выпуске проведу ежегодный эксперимент по сравнению цен на продукты из одного чека, начиная с 2019 года. Забегая вперед, скажу, что результат меня очень удивил. Я, как обычно, начинаю с торта. Он будет очень вкусный и удивит многих. Сегодня у меня торт черемуховый. Для него мне понадобится черемуховая мука, и это главная изюминка этого торта. Ее можно найти в кондитерских магазинах или в известных всем интернет-магазинах. 120 граммов муки заливаю горячим, почти кипящим молоком. Молока нужно 200 мл. Перемешиваю хорошо и оставляю так минимум на 3 часа, можно и на ночь оставлять. За это время масса стала гуще. Добавляю сюда 100 граммов сметаны, у меня 20% жирности, и хорошо перемешиваю. Теперь в отдельной чаше к 3 яйцам добавляю щепотку соли, 180 граммов сахара и взбиваю миксером минут 5 до пышной массы. В любую выпечку с использованием черемуховой муки нужно добавлять пшеничную муку высшего сорта. Оптимально такое же количество или чуть больше. У меня 120 граммов пшеничной муки и неполная чайная ложка разрыхлителя. Вмешиваю венчиком. Теперь за 2 раза добавляю черемуховую массу. Если она оседает на дне, удобнее воспользоваться лопаткой. В итоге тесто получается вот такой консистенции. Переливаю в форму диаметром 21 см и выпекаю при 170 градусах примерно 50 минут. Но духовки пекут по-разному, нужно следить. Готовность можно проверить деревянной палочкой. Корж получается довольно темный и очень ароматный. После остывания упаковываю в пленку и выдерживаю в холодильнике 3-4 часа или больше при желании. Для этого теста идеальным будет сметанный крем. Я очень люблю заварные кремы, и сметанный тоже будет заварным. Для него к 3 яйцам добавляю 130 граммов сахара, чайную ложку ванильного сахара, 30 граммов крахмала и хорошо перемешиваю. Теперь добавляю 400 граммов сметаны жирностью 20-25%. Перемешиваю и ставлю на водяную баню. Через некоторое время по мере нагревания крем начнет густеть. Снимаю с огня и охлаждаю до комнатной температуры под пленкой. Затем взбиваю миксером минут 5 150 граммов сливочного масла комнатной температуры. Постепенно добавляю заварную основу, вмешивая на низких оборотах миксера. Крем готов. Разрезаю корж на 3 части. Он очень ароматный и довольно влажный. Его не обязательно пропитывать, но если хочется, можно пропитать небольшим количеством простого сиропа без добавок. Пропорции оставлю в описании. Я ничего не добавляю в прослойку торта. Его коржи самодостаточны и имеют свой неповторимый яркий вкус. Если вы впервые готовите такой торт, распробуйте его вкус без добавок, но для искушенных я бы посоветовала добавить чернослив. Прослаиваю кремом и разравниваю. То же самое со вторым коржом. 1/4 крема оставляю для наружной отделки. Пропитываю верхний корж и наношу тонкий слой крема сверху и с боков. Разравниваю и убираю в холодильник до застывания крема. Через 3 часа часть крема впиталась. По вкусовым качествам торт готов к употреблению, но если хочется, чтобы он был более ровного цвета, приготовьте немного простого крем-чиза. В 60 граммов сливочного масла комнатной температуры добавляю 25 граммов сахарной пудры и взбиваю 5-7 минут. Затем 120 граммов холодного творожного сыра сюда и вмешиваю на низких оборотах миксера. Покрываю этим кремом торт и разравниваю. После недолгого охлаждения в холодильнике украшаю. Я решила украсить в цветах сервировки стола. Немного кондурина по краю и брызги в середину. Голубика и золотые шарики из шоколада прекрасно дополнят картину.
Украшать лучше незадолго до подачи. Разрез покажу в конце. За счет коржей вкус этого торта терпкий, сладковато-ореховый с ароматом косточек и какао. Всем, кто не пробовал, очень советую попробовать такой торт. Идем дальше, и теперь горячее на очереди. У меня здесь 2-килограммовый кусок свиной корейки на ребрах. С ребер снимаю пленку. Я буду мясо фаршировать и разрезаю в пласт вот таким образом. Сначала его нужно недолго помариновать в специях. Сюда подойдут прованские травы, копченая паприка и чеснок. Солю. Растираю хорошо. И мелкими порциями доливаю примерно 50-100 мл воды, втирая ее в мясо. Теперь немного растительного масла и сворачиваю. Убираю в холодильник на час-два, а тем временем подготовлю начинку. Для этого 3 болгарских перца я порезала и отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 40-50. Спустя это время перцы стали мягкие, с них легко снимается кожица. Мясо как раз промариновалось, выкладываю на него перцы. Сверху 150 граммов полутвердого сыра, натертого на терке, и сворачиваю в плотный рулет. Завязываю любым удобным способом. И помещаю в рукав для запекания. Отправляю в духовку, разогретую до 170 градусов, на 1 час 40 минут. Спустя время мясо достаю, убираю нитки и смазываю мясо медом, разведенным в воде в пропорциях 1 к 1. Возвращаю в духовку на 15-20 минут, желательно включить конвекцию. Сразу покажу разрез. Очень сочно, мягко и вкусно. И еще приготовлю рыбу, она будет с начинкой. Для начинки к 100 граммам творожного сыра добавляю 75 граммов полутвердого, пол столовой ложки мелко порезанного укропа, а если сыр недостаточно соленый, нужно добавить соль. Перемешиваю. Общий вес семги здесь 800 граммов, я порезала ее на 6 кусков. Каждую разрезаю вот таким образом, не прорезая до конца. Рыбу сразу выкладываю в форму и прямо в ней начиняю ее сырной массой. Для этого примерно столовой ложки начинки придаю подходящую форму и помещаю ее между слоями рыбы. Для рыбы отлично подходит лемонграсс. Одной неполной чайной ложки хватит на все 6 кусков. Соль сюда и цедра половины крупного лимона. Смазываю маслом и отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку минут на 15. Эту рыбу можно подготовить и нафаршировать за несколько часов, а запечь уже перед подачей. Она нежная и ароматная получается. В нескольких блюдах я буду использовать печеный чеснок. Его можно запечь в духовке, а я отправляю в микроволновку на 3 минуты. После этого с помощью блендера превращаю его в пюре, добавив немного растительного масла. Этот чеснок имеет более мягкий вкус и не дает резкого запаха. На гарнир будут овощи. В чашу отправляю пару ложек чесночного пюре, соль, пол чайной ложки молотого кориандра, черный перец, немного растительного масла и перемешиваю. Отправляю сюда килограмм тщательно промытого и обсушенного мелкого картофеля и перемешиваю. Картофель не обязательно брать мелкий, сюда любой подойдет, но такой картофель будет более гармонично смотреться в компании других составляющих гарнира. Запекаю в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут, а пока подготовлю остальное. Разогреваю сковороду с несколькими веточками тимьяна и обжариваю здесь помидоры черри, те, которые покрупнее. Я взяла разного цвета. Чтобы кожура меньше лопалась, прокалываю несколько раз зубочисткой.
Минут через 5-10 помидоры и тимьян убираю. И в этом же самом масле обжариваю на минимальном огне 300 граммов замороженной брюссельской капусты. Я предварительно обдала ее кипятком. Брюссельская капуста любит чеснок. 2-3 зубчика хватит. И не забываю посолить и добавить перца. Минут через 15-20 будет готово. Готовый гарнир покажу, когда буду накрывать стол. Теперь салаты. Первый будет с морепродуктами, и для него мелко нарезаю 150 граммов слабосоленой красной рыбы. Также некрупно нарезаю 200 граммов любых вареных креветок. 6 вареных яиц разделяю на белки и желтки. Белки мелко нарезаю. Еще понадобится огурец, 100 граммов. Если кожица жесткая, ее нужно снять и убрать водянистую часть сердцевины. Нарезаю. И еще мне понадобится 200 граммов вареного риса. На основе желтков буду делать заправку. Я натерла их на мелкой терке, добавляю перец, соль, 50 мл сливок, у меня жирностью 15%, и перемешиваю. Теперь соединяю все ингредиенты в чаше, заправляю и перемешиваю. Подавать салат я буду порционно. Для этого мне нужно кое-что подготовить. Здесь примерно 40 граммов сыра. Добавляю половину столовой ложки крахмала и перемешиваю. Выкладываю небольшое количество на сковороду и жарю на среднем огне. Минуту-две на одной стороне и столько же на другой. Теперь, пока сырный блинчик еще горячий, помещаю его в маленькую форму и в таком виде даю полностью остыть. Эти хрустящие сырные формочки можно заготовить заранее. Они прекрасно пролежат как минимум 2-3 дня в сухом прохладном месте. Для подачи использую вот такие маленькие плоские блюдца. С помощью кольца выкладываю порцию салата, уплотняя его. Сверху корзиночка из сыра, а в нее ложка красной икры. Очень торжественно и вкусно. Советую добавить этот салат в ваше новогоднее меню. Для второго салата мне понадобятся помидоры. И здесь можно взять и обычные, но зимой бывает непросто найти качественные помидоры с насыщенным вкусом, поэтому я беру черри. Для яркости я взяла красные и желтые. Всего примерно 400 граммов. Нарезаю одно крупное филе куриной грудки, я его обжарила. И немного копченостей, граммов 200. У меня здесь копченая свиная шея. Для заправки к 100 граммам сметаны добавляю чайную ложку горчицы, 1,5-2 чайные ложки соуса терияки и перемешиваю. Я измельчила небольшой качан салата айсберг и отправляю к нему куриное филе, копченое мясо и помидоры. Добавляю молотый перец, немного соли, заправку и перемешиваю. Перед подачей дополняю сухариками, лучше домашними. Это очень несложный и вкусный салат. Подобные салаты, как правило, по душе большинству гостей с самыми разными вкусами. Рекомендую. Следующий салат будет легкий и свежий. Для него мелко нарезаю один крупный болгарский перец. Авокадо режу кубиком. 200 граммов помидоров черри или обычных томатов нарезаю небольшими кусочками. Половину луковицы мелко крошу. Для заправки к половине столовой ложки чесночного пюре добавляю немного мелко порубленного укропа, молотый перец, столовую ложку лимонного сока и вливаю пока только пару ложек растительного масла, желательно оливкового. Перемешиваю. Когда чесночное пюре более-менее распределилось в заправке, доливаю масло, около 50 мл. И снова перемешиваю. Теперь к авокадо добавляю столовую ложку лимонного сока и отправляю туда помидоры, перец, лук, банку промытой красной фасоли. Солю и заправляю. Салат готов. Четвертым салатом у меня была селедка под шубой по всем известному рецепту. Покажу лишь вариант ее оформления. Я собрала салат в кольце, сверху и с боков наношу вареную свеклу, натертую на мелкой терке.
Сок я предварительно отжала, чтобы она не текла. Для украшения 2 фрагмента салатного листа складываю вот таким образом. И креплю к нижней части салата. Из вареной свеклы я сделала розочки и вставляю в середину. Продолжаю так до конца. Красиво, торжественно и ярко. Осталось рассказать о закусках и начну с самой сложной. Приготовлю закусочные пирожные с грибной начинкой. Для начинки к 4 желткам добавляю 50 мл молока, 30 г муки, соль, молотый перец и хорошо перемешиваю. К 250 мл молока добавляю 2 разрезанных вдоль зубчика чеснока и ставлю на огонь. Как только закипит, достаю чеснок и вливаю при помешивании в чашу с желточной массой. Затем переливаю ее в ковшик и ставлю на самый медленный огонь. Через пару минут масса начнет густеть и в итоге станет вот такой консистенции. Пусть пока остывает под пленкой, а я займусь грибами. 400 граммов мелко порезанных шампиньонов обжариваю на сковороде. В конце жарки добавляю соль, столовую ложку сметаны любой жирности, перемешиваю и снимаю с огня. Добавляю 150 граммов полутвердого сыра, натертого на терке, 2 столовые ложки подготовленной заварной массы и перемешиваю. Теперь 500 граммов слоеного бездрожжевого теста раскатываю и вырезаю круги. 12 штук нужно. Для пирожных я буду использовать вот такие формочки под цвет сервировки. Помещаю сюда кружочки теста и распределяю его по стенкам и дну. Дно не должно быть слишком толстым. Подготовленные формочки выставляю на противень и заполняю грибной начинкой чуть больше, чем наполовину. Сверху слой заварного крема. Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов на уровень чуть ниже середины, примерно на 30 минут. Вот такие они получаются. Это очень нежно, вкусно и аппетитно. Очень советую. Теперь покажу быстрые, но очень симпатичные и вкусные канапе. Для них я нарезаю балык вот таким образом и сворачиваю, накладывая один кусочек на другой. Затем шарики моцареллы и небольшие помидоры черри режу пополам. Каждую половинку черри подрезаю для устойчивости. Теперь на шпажку накалываю свернутый балык, кусочек салата, половинку моцареллы и половинку черри. Вот так несложно, но очень красиво. В этой закуске вместо балыка можно взять слабосоленую семгу. Так я и сделаю. Тоже будет очень вкусно и симпатично. Сделаю к каждой закуске по 12 штук. В основе следующих канапе 2 вида оливок. Оливки каламата прокалываю шпажкой, затем хаотично сложенный тонкий кусочек любого копченого мяса, зелень, в основном она для цвета, я использую шпинат, второй вид оливок и половинку перепелиного яйца. Они и так уже хороши, но по желанию можно дополнить кубиком твердого или полутвердого сыра. Здесь очень удачные вкусовые сочетания. Канапе выглядит презентабельно, готовится просто и быстро. Для следующей закуски мне понадобится 200 граммов грецких орехов. Отправляю их в чашу блендера. Чтобы блендер лучше все соединил, можно выкладывать орехи частями. Пучок кинзы весом 25 граммов, 3 зубчика чеснока, немного соли, пол чайной ложки хмеля сунели, молотый перец, 2 столовые ложки лимонного сока и пробиваю до однородности. Массу разделяю на 2 части. В первую добавляю 100 граммов вареной свеклы. Я ее натерла на мелкой терке и слегка отжала сок. По желанию можно добавить еще соли или лимонного сока. А во вторую часть замороженный измельченный шпинат. Я его разморозила и отжала воду. Ее довольно много, особенно в покупном шпинате.
тоже 100 граммов кладу. Теперь из этой массы катаю шарики. Их удобно брать и подавать вот в таких бумажных формочках. Украшаю зернышком граната и готово. Точно такие же шарики катаю и из свекольной массы. Украшаю листочком кинзы. Вместе эти два варианта этой закуски выглядят очень гармонично, ярко и празднично. А еще они очень вкусные. Конечно, не обойдется это меню без икры, и я покажу мой любимый способ ее подачи – в перепелиных яйцах. Вареное яйцо подрезаю снизу для устойчивости, затем срезаю шляпку и после этого с помощью ножа и обратной стороны чайной ложки убираю часть желтка, половину примерно или чуть больше. Этот кармашек заполняю икрой с небольшой горочкой и накрываю сверху шляпкой. Готово. Вот идея оформления красной рыбы. Я дополнила тарелку листьями салата, огурцами и лимоном. А это вариант для фруктовой тарелки. Я добавила сюда мини-мандарины и кумкват. Я приготовила все, что планировала, и прежде чем идти сервировать стол, я расскажу о моем эксперименте. Напомню, что в 2019 году я сняла видео о новогоднем меню на 1000 рублей и показала чек. Это был один из первых моих выпусков. Те, кто смотрит меня давно, знают, что теперь каждый декабрь я закупаю продукты по этому чеку и сравниваю, как выросли цены за год. Но то, что получилось в этот раз, меня удивило. Чек вышел дешевле, чем в прошлом году на 100 рублей. Я знаю, что кое-кто сейчас будет писать, что я всех обманываю и мне заплатили. Но это реальные цены в том же самом магазине, в котором я покупаю продукты по этому списку уже 4 декабрь. У меня нет никаких персональных скидок, бонусных баллов, купонов и так далее. Я и сама не ожидала такого результата. Подробнее об этом эксперименте я расскажу в статье, которую опубликую в моем Яндекс.Дзене. А теперь накрываю стол. Буду оформлять в золотистых цветах. Я пришла к мысли, что неплохая идея вот таким образом сворачивать вместе тканевую и бумажную салфетки. Это и для гостей удобно, и можно придать нужные цвета классической белой тканевой салфетке. Обязательно свечи и украшения. А вот так ярко и празднично выглядит гарнир. Порционные салаты всем очень понравились. Тарелочки с икрой довольно маленькие, но я хотела, чтобы они не терялись на столе, поэтому приподнимаю их с помощью стакана. Разрежу торт. Если вы никогда не пробовали выпечку из черемуховой муки, попробуйте. Это очень вкусно, ароматно и ново. Торт сочный, хотя пропитки было немного. Сметанный крем очень хорошо сочетается с этими коржами. Советую. Мне пора заканчивать видео, ну а вы ждите следующий выпуск с моими рецептами. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. У меня еще много рецептов, которые вас удивят.